История искусства знает немало громких скандалов, но иногда один неосторожный поступок, запретная любовь, дерзкая картина или конфликт с обществом способны разрушить даже самую блестящую карьеру. 7 художников, 7 скандалов. 7 историй, которые могли навсегда уничтожить их имена, но в итоге сделали их легендами. Добро пожаловать на канал! Если вам интересны тайны живописи, скрытые смыслы картин и необычные судьбы художников, поддержите видео лайком и подпиской. Когда Гюстав Курбе приехал в Париж, его жизнь мало напоминала роман о будущем великом художнике. Он снимал крошечную мансарду, которой вела шаткая лестница из 104 ступеней. Зимой железная печка едва справлялась с холодом, и к утру комната превращалась почти в ледяной погреб. Денег катастрофически не хватало. Молодой художник питался каштанами и дешевой конской колбасой, а обед в скромном ресторанчике казался настоящим праздником. Но Курбе не жаловался. Его гораздо больше интересовали живопись, вино, парижские улицы и красивые женщины. В детстве он вовсе не мечтал стать знаменитым художником. Маленький Гюстав предпочитал охоту и прогулки по полям родного Арнана. А его отец, Режи Курбе, был человеком необыкновенной энергии. Он бесконечно изобретал, создавал паровые плуги, веялки, виноградные прессы. Правда, большинство его машин работало совсем не так, как задумывалось. Плуг застревал в земле, веялка грозила покалечить работников, а очередное изобретение обычно заканчивало свою жизнь в сарае. Но Режи никогда не унывал. Сына он видел юристом. Гюстав видел себя художником. Их противостояние длилось годами. В конце концов, молодой Курбе победил. Отец согласился отпустить его в Париж и даже выделил деньги на жизнь. Правда, этих средств хватало лишь на самое необходимое. В столице Курбе быстро понял: талант еще не гарантирует успеха. Критики его не замечали, картины не покупали, а признание казалось недостижимой мечтой. Зато женщины обращали на него внимание. Одной из первых серьезных привязанностей художника стала молодая портниха Тереза Бине. Они гуляли по набережным Сены, встречали рассветы и даже говорили о браке. Но когда Тереза забеременела, выяснилось, что Курбе не готов к семейной жизни. Он был одержим живописью. Работа занимала все его время. Тереза уехала к родителям и родила сына. Художник видел ребенка лишь несколько раз. Позже мысль о том, какой могла бы стать его жизнь рядом с семьей, иногда возвращалась к нему, но слишком ненадолго. Настоящая страсть пришла позже. Ее звали Джоанна Хиффернан. Рыжеволосая ирландка была музой и возлюбленной художника Джеймса Уистлера. Современники восхищались ее необычной красотой. Сам Уистлер писал, что ее волосы были именно такими, какими он видел их в своих мечтах. Курбе познакомился с парой на морском курорте в Трувиле и вскоре увел Джоанну у своего друга. Для человека, привыкшего жить свободно и не привязываться ни к кому, это чувство оказалось неожиданно болезненным. Он впервые по-настоящему ревновал, страдал и переживал. Друзья потешались над ним, уверяя, что грозного Курбе наконец-то приручила женщина. И действительно, рядом с Джоанной он изменился. Но счастье оказалось недолгим. Они оба были слишком упрямыми, вспыльчивыми и независимыми. Их отношения сопровождались бурными ссорами, примирениями и новыми конфликтами. Иногда казалось, что любовь лишь подливает масло в огонь. В конце концов, Джоанна ушла. Курбе снова остался один. Он с головой ушел в работу. Тем временем его картины все чаще вызывали скандалы. Когда художник представил публике «Похороны в Арнане», критики пришли в ужас. Простые крестьяне, написанные в натуральную величину, казались им недостойными большого искусства. Затем появились купальщицы. Император Наполеон III был настолько возмущен увиденным, что демонстративно ударил картину хлыстом. Критики язвили еще сильнее. Им не нравилось все: реальные лица, грубые фигуры, грязные пятки, отсутствие идеализации. Но Курбе продолжал делать то, что считал правильным. Позже он написал еще 2 работы, которые превратились в легенду: «Спящие» и «Происхождение мира».
Последняя была настолько смелой для своего времени, что почти 120 лет оставалась скрытой от публики. Однако главный скандал его жизни был связан уже не с живописью. В 1871 году Францию потрясла Парижская коммуна. Курбе поддержал революционное правительство и стал одним из руководителей художественной жизни новой власти. Он мечтал освободить искусство от чиновников и академических догм. Особенно его раздражала Вандомская колонна, памятник наполеоновским войнам. Художник называл ее символом милитаризма и предлагал перенести в другое место. Но события вышли из-под контроля. 18 мая 1871 года колонну свалили на глазах у тысяч парижан. После падения коммуны власти решили найти виновных. Одним из главных обвиняемых стал Курбе. Его арестовали. Военный трибунал приговорил художника к 6 месяцам тюрьмы. Но это было только начало. Несколько лет спустя государство потребовало от него оплатить восстановление Вандомской колонны. Сумма составляла 323 тысячи франков, состояние которого у художника никогда не было. Фактически это был смертный приговор без казни. Чтобы избежать полного разорения, Курбе бежал в Швейцарию. Там он продолжал работать, но все чаще вспоминал родной Арнан, друзей, Париж и прежнюю жизнь. Изгнание оказалось тяжелее тюрьмы. 31 декабря 1877 года Гюстав Курбе умер в возрасте 58 лет. Он ушел из жизни далеко от родины, преследуемый долгами и политическими обвинениями. Но история расставила все по своим местам. Картины, которые когда-то высмеивали критики, стали шедеврами мирового искусства. Художника, которого называли бездарностью и скандалистом, сегодня считают одним из основателей реализма и одним из самых влиятельных мастеров XIX века. А его судьба остается напоминанием о том, какую цену иногда приходится платить человеку, решившему идти против вкусов эпохи, общественного мнения и власти. Даже на фоне бурных любовных приключений Гюстава Курбе история Генри Фюзели выглядит куда более тревожной и мрачной. Если Курбе страдал от расставаний, то швейцарский художник Генри Фюзели, кажется, оказался пленником собственного воображения. В 1778 году, во время поездки в Цюрих, он познакомился с молодой красавицей Анной Ландольд. Она была образованной, умной и происходила из уважаемой семьи. Для Фюзели эта встреча стала роковой. Он влюбился мгновенно и, похоже, безнадежно. Что именно произошло между ними, историки спорят до сих пор. По одной версии, Анна просто не ответила художнику взаимностью. По другой, уже была обещана другому. Некоторые исследователи предполагают, что между ними все же вспыхнул роман, закончившийся болезненным разрывом. Но результат оказался одинаковым. Фюзели потерял покой. Из писем художника видно, что обычная симпатия быстро превратилась в настоящую одержимость. Он думал об Анне постоянно, видел ее во сне и не мог смириться с тем, что она ему не принадлежит. Позднее в одном из писем он описал настолько яркое сновидение о возлюбленной, что многие биографы увидели в нем тревожный сигнал. Художник словно пытался удержать женщину не в реальной жизни, а в мире собственных фантазий. Вскоре он покинул Швейцарию и отправился в Лондон. Но расстояние ничего не изменило. Анна осталась жить в его памяти. Именно тогда на свет появилась картина, которая сделала Фюзели знаменитым на всю Европу. «Ночной кошмар». Зрители были потрясены. На смятой постели лежит молодая женщина, бессильно запрокинув голову. На ее груди устроилось зловещее демоническое существо. Из темноты выглядывает призрачная голова лошади с безумными глазами. Картина казалась видением, пришедшим из мира снов, страхов и подавленных желаний. Для XVIII века это было почти шоком. Публика привыкла к античным богам, благородным героям и историческим сюжетам. Фюзели же показал то, что обычно скрыто глубоко внутри человека – тревогу, навязчивые мысли, страх и страсть. Со временем искусствоведы начали замечать странные детали. На обратной стороне холста
обнаружили незавершенный женский портрет. Многие исследователи считают, что художник изобразил именно Анну Ландвальд. Тогда возникла еще более смелая версия. А что если женщина на кровати тоже Анна? Что если весь ночной кошмар — это не просто фантазия художника, а его личная драма, зашифрованная в красках? Некоторые историки искусства пошли еще дальше. По их мнению, демонический инкуб, сидящий на груди спящей женщины, может символизировать самого Фюзели, его мучительную ревность, желание обладать любимой женщиной и невозможность опустить ее из своих мыслей. Если эта трактовка верна, то перед нами не просто знаменитая картина. Перед нами портрет одержимости. Любовь, которая не нашла выхода в реальной жизни, превратилась в один из самых тревожных образов в истории искусства. Фюзели прожил долгую жизнь, добился признания, стал профессором Королевской академии художеств и вошел в число самых известных художников своего времени. Но именно история с Анной Ландвальд подарила миру картину, которая спустя более 2 столетий продолжает вызывать у зрителей тревогу. Иногда неразделенная любовь заканчивается разбитым сердцем, а иногда рождает бессмертный шедевр. Если Генри Фюзели мучила неразделенная любовь, то Эгон Шиле столкнулся с куда более опасным врагом – общественным осуждением. Весной 1912 года 22-летний художник уже считался одним из самых дерзких и скандальных представителей венского модерна. Его рисунки вызывали возмущение, критики называли его работы непристойными, а обнаженные модели на полотнах шокировали даже привыкшую к смелым экспериментам Вену. Но настоящий скандал был еще впереди. Шиле жил в небольшом городке Нойлингбах вместе со своей музой и возлюбленной Валли Нойцель. Их дом быстро приобрел дурную славу. Сюда часто заходили молодые люди, художник постоянно работал с натурщиками и натовщицами, а местные жители все чаще перешептывались за его спиной. Однажды на пороге появилась 13-летняя девочка по имени Татьяна. Она сбежала из дома после очередного конфликта с отцом и попросила о помощи. Шиле и Валли позволили ей остаться ненадолго. Однако вскоре девочка решила вернуться домой. Казалось бы, история закончилась, но именно тогда все только началось. Разгневанный отец обратился в полицию. Против художника выдвинули тяжелые обвинения: похищение несовершеннолетней и ее совращение. Для провинциального городка это стало настоящей сенсацией. Полицейские ворвались в мастерскую Шиле с обыском. То, что они увидели внутри, лишь подлило масло в огонь. На стенах висели десятки рисунков с обнаженными фигурами. Для художника это были обычные рабочие материалы. Для полиции – доказательства морального разложения. Работы конфисковали. Самого Шиле отправили за решетку. Газеты смаковали подробности скандала. Местные жители были убеждены, что странный молодой художник давно заслуживал наказания. Однако в ходе расследования обвинения в похищении и насилии рассыпались. Доказательств не нашлось. Но власти все равно решили наказать художника. Повод нашли быстро. Один из его рисунков оказался в месте, доступном для детей. Этого оказалось достаточно. Во время судебного заседания произошло событие, которое Шиле не забудет до конца жизни. Судья взял одну из конфискованных работ и демонстративно бросил ее в огонь прямо в зале суда. Для художника это было страшнее любого штрафа. Уничтожали не просто лист бумаги, уничтожали часть его самого. Шиле приговорили к 24 дням заключения. Большую часть этого срока он уже провел под арестом во время следствия, но пережитое оставило глубокий след. Позже он вспоминал эти недели как одно из самых тяжелых испытаний своей жизни. Однако, даже за решеткой художник не перестал работать. Валли приносила ему бумагу, карандаши, краски и фрукты. В тесной тюремной камере Шиле создавал акварели, изображал собственное заключение и записывал мысли в дневник. 24 дня под арестом, 576 часов, подсчитывал он. Каждый час казался вечностью. Но именно тогда он окончательно понял, что искусство для него важнее страха. Освободившись, Шиле вернулся к работе. Скандал не уничтожил его карьеру,
Напротив, он сделал художника еще более известным. Однако клеймо человека, нарушившего общественные нормы, осталось с ним навсегда. Сегодня многие искусствоведы считают, что дело Нойлингбаха стало столкновением двух миров. С одной стороны, консервативное общество начала XX века. С другой – молодой художник, пытавшийся говорить о человеческом теле и желаниях без прикрас и лицемерия. Для одних Эгон Шиле был развратником, для других – гением, который слишком опередил свое время. Но одно несомненно. Весной 1912 года он оказался всего в одном шаге от того, чтобы потерять не только свободу, но и свое будущее. Если Эгон Шиле едва не потерял свободу из-за скандала, то австрийский художник Рихард Гёрстль заплатил за любовь собственной жизнью. В начале 20 века Вена была столицей искусства, музыки и смелых идей. Именно здесь молодой художник Рихард Гёрстль познакомился с человеком, который, как ему казалось, станет его другом и единомышленником. Этим человеком был композитор Арнольд Шонберг. Гёрстль часто бывал в доме знаменитого музыканта. Он давал уроки рисования членам семьи, участвовал в творческих встречах и постепенно стал своим человеком в кругу Шонбергов. А затем произошло то, чего никто не ожидал. Он влюбился в жену своего друга. Матильда Шонберг была красивой, образованной и тонко чувствующей женщиной. Она позировала художнику, посещала его мастерскую, интересовалась живописью. Постепенно уроки рисования превратились в долгие разговоры, а разговоры — в роман. Скрывать чувства становилось все труднее. В какой-то момент Матильда решилась на шаг, который потряс всю венскую богему. Она ушла от мужа. Ушла к Гёрстлю. Для художника это казалось началом новой жизни. Наконец-то рядом была женщина, ради которой он был готов отказаться от всего. Но счастье оказалось недолгим. Матильда не смогла выдержать разрыва с семьей. Ее мучили угрызения совести, тревога за детей и чувство ответственности перед мужем. Через несколько недель она вернулась домой. Вернулась к Шонбергу. Для Гёрстля это стало катастрофой. В один момент он потерял все. Любимую женщину, лучшего друга, круг общения, поддержку коллег. Двери, которые еще вчера были открыты, захлопнулись перед ним одна за другой. Венское общество быстро вынесло свой приговор. Художник оказался изгоем. Он все чаще запирался в мастерской и почти перестал появляться на людях. С каждым днем одиночество становилось тяжелее. Особенно мучительным было осознание того, что его талант почти никто не замечает. Гёрстль создавал удивительные полотна, экспериментировал с цветом и формой, писал нервные, пронзительные автопортреты, но публика оставалась равнодушной, словно его не существовало. Осенью 1908 года отчаяние достигло предела. Перед трагедией художник уничтожил часть своих записей, эскизов и картин, будто пытался стереть собственный след из мира. 4 ноября 25-летний Гёрстль остался один в своей мастерской. То, что произошло дальше, потрясло даже привыкшую к скандалам Вену. Он добровольно ушел из жизни. Его смерть оказалась такой же страшной и беспокойной, как его живопись. Молодой художник ушел из жизни, так и не узнав, что когда-нибудь его назовут одним из основателей австрийского экспрессионизма. После похорон о Гёрстле почти забыли. Его картины десятилетиями пылились на складе. Никто не устраивал выставок, никто не писал восторженных статей, никто не называл его гением. Лишь спустя много лет искусствоведы начали открывать для себя его творчество заново. Выяснилось, что этот странный, неудобный и всеми отвергнутый художник опередил свое время. Сегодня его имя стоит рядом с Эгоном Шиле и Оскаром Кокошкой. Но признание пришло слишком поздно. Рихард Гёрстль так и не увидел ни славы, ни успеха. Любовный роман, который должен был сделать его счастливым, разрушил всю его жизнь. А картины, которые современники почти не замечали,
превратили его в одну из самых трагических фигур австрийского искусства. Уистлер против Рёскина. Суд, который решал, что считать. После истории о любви, скандалах и тюремных камерах судьба Джеймса Уистлера выглядит иначе. Его чуть не погубила не женщина и не полиция, а одна рецензия. Летом 1877 года в лондонской галерее Гросвеннер зрители увидели картину с необычным названием «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета». На холсте мерцали огни фейерверка над туманным парком. Для Уистлера это был не пейзаж в привычном смысле. Он писал не деревья и дорожки, а ночное настроение, вспышку света, мгновенное ощущение. Многие посетители недоумевали. Но настоящий взрыв устроил главный художественный критик викторианской Англии Джон Рёскин. В своем издании «Форс Клавигера» он обрушился на картину с убийственной язвительностью. По его словам, художник потребовал огромную сумму за то, что плеснул ведро краски в лицо публике. Это была не просто грубость. В викторианской Британии мнение Рёскина могло возвысить художника или уничтожить его карьеру. Уистлер решил не проглатывать оскорбления. Он подал в суд за клевету. Так начался процесс, который превратил спор о живописи в публичный спектакль. Судьи, адвокаты и журналисты обсуждали вопрос, который раньше решали только художники и критики. Что именно покупает зритель, когда платит за картину? Труд? Время? Мастерство? Или опыт целой жизни? Самым знаменитым моментом процесса стал обмен репликами в зале суда. Адвокат спросил Уистлера, сколько времени заняла работа над Ноктюрном. 2 дня. Вопрос прозвучал как ловушка. Как можно просить сотни гиней за 2 дня? Ответ Уистлера стал легендой. Я прошу эту сумму не за 2 дня работы, а за знания и опыт всей моей жизни, которые сделали эти 2 дня возможными. Формально художник выиграл дело. Суд признал слова Рёскина клеветой, но победа оказалась почти издевательской. Вместо требуемой крупной компенсации Уистлер получил символический 1 фартинг, четверть пенни. Судебные расходы разорили его. Он объявил себя банкротом, продал имущество и вскоре уехал в Венецию, чтобы начать жизнь заново, зарабатывая гравюрами и афортами. Рёскин тоже вышел из процесса не победителем. Его авторитет был подорван, а переживания усилили и без того тяжелое душевное состояние. Впервые в истории вопрос, что такое искусство, обсуждался фактически в суде. Рёскин представлял старый мир, где живопись должна была служить обществу, морали и воспитанию. Уистлер — новый, где картина могла существовать ради цвета, света и чистого эстетического переживания. Суд не дал окончательного ответа. Но именно после этого скандала стало ясно: художник больше не обязан оправдывать свое искусство пользой или нравоучением. Иногда достаточно того, что оно создает ощущение, которого раньше не существовало. Ирония судьбы в том, что человека, которого критик сравнил с шутом, сегодня считают одним из тех, кто помог живописи войти в модернизм. После скандала вокруг Уистлера могло показаться, что удивить публику уже невозможно. Но следующий герой этой истории пошел еще дальше. Его не обвиняли в политике, не судили за клевету и не преследовали за любовные связи. Томас Икенс оказался в центре громкого скандала лишь потому, что слишком серьезно относился к искусству. Во второй половине XIX века Америка оставалась обществом строгих нравов. Художников учили писать с гипсовых слепков античных статуй, тщательно избегая всего, что могло показаться непристойным. Но Икенс считал подобное лицемерием. Для него человеческое тело было не поводом для смущения, а предметом изучения. Чтобы правдиво изображать людей, художник должен знать анатомию так же хорошо, как врач. Он часами изучал мышцы, кости и движения тела, присутствовал на медицинских операциях и требовал того же от своих учеников. В Пенсильванской академии изящных искусств, где Икенс преподавал и занимал должность директора, его методы вызывали все больше раздражения.
Он разрешал студентам работать с живыми моделями, активно использовал фотографию и настаивал на том, что мужчины и женщины должны получать одинаковое художественное образование. Для консервативного общества того времени подобные идеи звучали почти революционно. Развязка наступила зимой 1886 года. Во время лекции по анатомии перед смешанной аудиторией Икинс объяснял устройство человеческого тела. Чтобы наглядно показать строение мышц таза и живота, он снял с натурщика набедренную повязку. С точки зрения художника это был обычный учебный момент. С точки зрения публики – настоящий скандал. По Филадельфии мгновенно поползли слухи. Родители студентов были возмущены. Попечители академии требовали объяснений. Газеты смаковали подробности. То, что для Икинса являлось частью профессионального обучения, для большинства выглядело вопиющим нарушением общественной морали. Против него вспомнили все сразу. И то, что он позволял студентам рисовать обнаженную натуру, и то, что использовал фотографии вместо традиционных методов обучения, и даже то, что некоторые ученики позировали друг другу без одежды. Скандал разрастался как снежный ком. 9 февраля 1886 года Совет Академии потребовал его отставки. После многих лет преподавания Икинс был вынужден покинуть учреждение, которому посвятил значительную часть жизни. Для художника это стало тяжелым ударом. Он не считал себя нарушителем морали. Напротив, был уверен, что защищает право искусства на правду. В письмах друзьям Икинс с горечью писал, что не желает изображать людей как кучи одежды с торчащими руками и головами. Его интересовало настоящее человеческое тело, живое, сложное и несовершенное. Но общество оказалось не готово к такой честности. К счастью, на этом история не закончилась. Многие ученики сохранили верность своему учителю. Они создали собственную художественную школу, куда пригласили Икинса преподавать. Несмотря на унижение и общественное осуждение, он продолжил работать и писать картины, которые сегодня считаются вершиной американского реализма. Парадоксально, но время расставило все по своим местам. То, за что Томаса Икинса когда-то изгнали из академии, позже стало нормой художественного образования. Изучение анатомии, работа с обнаженной натурой и равные возможности для студентов обоих полов давно воспринимаются как естественная часть обучения художника. А сам Икинс из скандального преподавателя превратился в одного из самых влиятельных мастеров американского искусства, человека, который рискнул бросить вызов морали своей эпохи ради правды в живописи. Для Джона Сингера Сарджента роковой женщиной стала не любовница, не жена и даже не муза. Его едва не погубил один единственный портрет. В начале 1880-х годов Париж был столицей мировой моды, роскоши и светской жизни. А одной из самых обсуждаемых красавиц города считалась Виржиния Гатро, эффектная брюнетка с фарфоровой кожей, идеальным профилем и репутацией женщины, о которой ходило слишком много слухов. Мужчины восхищались ею, женщины завидовали, а художники мечтали написать ее портрет. Сарджент тоже не устоял. Когда он впервые увидел мадам Гатро, то буквально потерял покой. Художник был уверен, именно этот портрет станет его триумфом. Он уговаривал красавицу позировать, строил композицию месяцами и добивался идеального результата. Работа шла мучительно медленно. Виржини предпочитала балы, приемы и поклонников скучным сеансам в мастерской. Сарджент раздражался, жаловался друзьям на ее капризы, но продолжал работать. И, наконец, представил публике портрет, который должен был прославить их обоих. Но вместо восхищения грянул скандал. На Парижском салоне 1884 года зрители буквально столпились возле картины. Однако обсуждали они вовсе не мастерство художника. Причиной возмущения стала одна маленькая деталь. Тонкая бретелька черного платья была небрежно спущена с плеча. Сегодня такой жест показался бы совершенно безобидным, но для викторианской публики это выглядело почти как публичное раздевание. Казалось, еще мгновение, и платье соскользнет вниз. Газеты захлебнулись от возмущения.
Критики называли картину вызывающей, вульгарной и непристойной. Светские дамы шептались о распущенности модели. Карикатуристы высмеивали портрет на страницах газет. Хуже всего пришлось самой Виржинии. Париж мгновенно узнал ее, несмотря на попытку художника скрыть имя. Старые сплетни о ее романах всплыли с новой силой. Ее обсуждали на балах, в салонах и ресторанах. Мать красавицы в отчаянии писала художнику, что весь Париж смеется над ее дочерью. А вместе с репутацией модели рушилась и карьера самого Сарджента. Богатые заказчики начали исчезать один за другим. Новых портретов почти не заказывали. Художник, еще недавно считавшийся восходящей звездой французской живописи, вдруг оказался изгоем. В панике он попытался исправить ситуацию. Сарджент переписал картину и поднял бретельку обратно на плечо. Но было уже поздно. Скандал жил собственной жизнью. Вскоре художник покинул Париж. Город, который должен был принести ему славу, фактически вытолкнул его за свои пределы. Он уехал в Лондон, начиная карьеру практически заново. Ирония судьбы заключалась в том, что спустя годы именно этот портрет стали считать его главным шедевром. Картина, едва не уничтожившая карьеру художника, превратилась в символ эпохи. А сам Сарджент до конца жизни был уверен, среди всех своих работ именно этот портрет оказался лучшим. Иногда достаточно одной спущенной бретельки, чтобы перевернуть судьбу художника. Сегодня трудно поверить, что эти люди когда-то были объектом насмешек, общественного осуждения и даже судебного преследования. Одних обвиняли в безнравственности, других в бездарности, третьих в политическом радикализме. Их картины снимали с выставок, уничтожали, запрещали, высмеивали в газетах. Друзья отворачивались, заказчики исчезали, а репутация рушилась буквально за несколько дней. Но время оказалось самым справедливым судьей. Те, кого современники называли скандалистами, сегодня считаются классиками мирового искусства. Их работы украшают крупнейшие музеи планеты, а истории их падений изучают не меньше, чем сами картины. Возможно, главный парадокс искусства заключается именно в этом. Очень часто то, что кажется обществу недопустимым сегодня, спустя десятилетия, начинает восприниматься как смелость, новаторство и талант. Скандалы давно забыты, а картины остались. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и увидимся в следующем видео.